Как выполнить чистую установку Windows 10? Если ты не знаешь, как это сделать, то смотри этот видеоурок до конца, я тебе покажу, как установить Windows 10 с нуля на свой компьютер или ноутбук. Это будет подробный гайд. Я вам покажу, как сохранить личные данные перед переустановкой Windows 10. Также покажу, как сохранить ключ активации Windows 10. И мы с легкостью установим Windows 10 на свой компьютер или ноутбук максимально быстро. Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Про Компьютер. Поехали! Друзья, но перед тем, как мы начнем подготавливать установочные файлы Windows 10, я вам рекомендую посмотреть вот это видео и вот это видео. Ссылки на данные видеоролики я оставлю в описании под данным видео. Друзья, я думаю, многим интересно знать, когда была установлена Windows на вашем компьютере или ноутбуке. Это сделать легко с помощью одной небольшой команды. Давайте проделаем это прямо сейчас. Для этого мы правой кнопкой мыши щелкаем по меню пуск, найти, и здесь пишем cmd. И давайте запустим командную строку и здесь введем одну лишь команду system.info и нажмем Enter. Теперь происходит загрузка информации о нашей операционной системе и оборудовании. И давайте колесиком прокрутим немножко вверх. И нас интересует пункт дата установки. То есть вот он, данный пункт дата установки. Моей операционной системе чуть больше месяца, но вы будете удивлены, узнав свою дату установки Windows. Напиши в комментарии, когда Windows была установлена на твоем компьютере или ноутбуке. Чем больше прошло времени с момента установки Windows, тем ваша система более загажена. И, друзья, давайте непосредственно перейдем к уроку, а именно подготовке к чистой установке Windows 10. Друзья, еще раз повторюсь, это будет подробная инструкция, как сделать чистую установку Windows 10 на свой компьютер или ноутбук. Давайте на всякий случай сделаем полную резервную копию всех драйверов, которые установлены в нашей операционной системе Windows на текущий момент. То есть, как мы знаем, все наши устройства находятся в диспетчере устройств, и будет не очень приятно, если какое-либо оборудование у вас перестанет работать, или здесь у вас будет восклицательный знак напротив какого-либо устройства. Вы без проблем потом сможете установить драйвера с резервной копией. Как сделать резервную копию драйверов Windows 10? Для этого нам опять же понадобится командная строка Windows. Она есть, еще раз повторюсь, каждой версии операционной системы Windows. Правой кнопкой мыши по меню пуск выбираем найти. Здесь мы вводим cmd и правой кнопкой мыши по приложению командная строка и запустить от имени администратора. Если у вас какая-либо сборка Windows 10 и у вас вообще отсутствует в контекстном меню пункт найти, то, как мы знаем, командная строка у нас находится в меню пуск. Прокручиваем немножко вниз, выбираем служебный, правой кнопкой мыши по приложению командная строка дополнительно и запускаем от имени администратора. Отлично, друзья, мы научились, как запускать командную строку. Теперь давайте сделаем резервную копию всех драйверов Windows 10. Теперь нам необходимо создать папку, куда и будут экспортироваться драйвера с нашей текущей операционной системы Windows 10. Давайте создадим новую папку на разделе D и назовем ее Drivers. Отлично, мы создали пустую папку. Давайте еще возвратимся в мой компьютер. Как мы помним, с чистой установкой Windows у нас полностью исчезнут данные с диска C. Но к этому мы перейдем немножко позже. Друзья, вставляем следующую команду. Эту команду я оставлю в описании под видео. И обратите внимание, папка Drivers — это та папка, которую мы создали на диске D. И соответственно мы указали диск D. Нажимаем Enter. И теперь происходит экспорт всех драйверов, установленных в нашей операционной системе Windows. Давайте посмотрим. Откроем диск D, папку Drivers, и мы видим, уже происходит экспорт в данную папку. Операция успешно завершена, и мы видим, что все драйвера у нас скопировались. Можно посмотреть, сколько весит данная папка. 1,5 гигабайта. Все, на этом мы здесь закончили. Теперь, друзья, давайте перейдем к следующей части нашего урока. Друзья, перед чистой установкой Windows 10 я вам также рекомендую скачать драйвера сетевой карты. Это на тот случай, если Windows 10 не найдет их самостоятельно. Друзья, мы, конечно, сделали резервную копию всех драйверов на свой компьютер с помощью командной строки, но надежнее будет и скачать установочный файл для вашей сетевой карты. Давайте я вам покажу, как это сделать. Первое, что нам необходимо сделать, это узнать модель нашей материнской платы. Конечно, если у вас есть компакт-диск с драйверами, то вы можете установить драйвера сетевой карты с компакт-диска. Но чаще всего уже на компьютерах нет CD-DVD приводов. Например, у меня уже CD привода нет около 2 лет. Я пользуюсь только флешками. Давайте я вам покажу, как это сделать, если у вас нет компакт-диска и вы не знаете модель своей материнской платы. Первое, что нам необходимо сделать, правой кнопкой мыши щелкнуть по меню пуск, зайти в выполнить. Здесь мы вводим команду msinfo32 и нажимаем ОК. Мы зашли в
сведения о системе. Вот здесь отображается информация о нашей материнской плате. Вот это производитель Asus Tech, то есть Asus, и модель. Давайте я вам на конкретном примере покажу, как скачать драйвер сетевой карты. Здесь вы нажимаете сочетание клавиш Ctrl-C, то есть скопировать, или перепишите название своей материнской платы на листочек и давайте вставим в Google Ctrl-V. Вставить. И нажмем Enter. Есть уже сайт Asus, и он как раз меня перекинет непосредственно на мою модель материнской платы. Отсюда мы как раз и скачаем быстренько драйвер сетевой карты. Если у вас ноутбук, вы заходите на сайт производителя своего ноутбука, вводите модель. Модель вашего ноутбука вы можете узнать, перевернув ваш ноутбук, и там чаще всего производитель указывает модель. Так, но нас здесь интересует раздел техподдержка. Переходим во вкладку драйвера и утилиты. Выбираем нашу операционную систему, мы будем устанавливать Windows 10 64 бита. И LAN это и есть драйвер сетевой карты. Вот он, драйвер. Мы нажимаем скачать. Друзья, как только драйвер скачается, давайте папочку мы вырежем из папки загрузки и перенесем в папку драйверс, где и находится наша копия всех драйверов. Просто вставим и давайте извлечем. Вот она, Realtek. Друзья, если у вас не будет интернета после чистой установки Windows 10, вы нажимаете файл запуска setup.exe и далее, и драйвер сетевой карты установится на ваш компьютер или ноутбук. В случае, если у вас Wi-Fi, у вас тут будет Wi-Fi драйвер. Также вы можете подготовиться и скачать драйвер звука, драйвер SATA, но чаще всего Windows 10 находит автоматически. Это на критический случай. Итак, друзья, давайте перейдем к следующей части нашего урока, как узнать и сохранить ключ активации Windows 10. Данный ключ нам понадобится во время переустановки Windows 10. Windows попросит во время переустановки ввести данный ключ, мы можем его ввести сразу, а можем ввести позже. Так как, друзья, мы полностью удалим всю информацию с нашего диска C, соответственно, мы и удалим наш ключ. Данный ключ необходимо записать на бумажке или сохранить его в текстовый файл на другом разделе диска. С диска C у нас, еще раз повторюсь, пропадут все данные. Итак, друзья, нам понадобится утилита Product Key. Скачать ее можно бесплатно, перейдя по данной ссылке. Ссылку я оставлю в описании под видео. Итак, друзья, давайте перейдем непосредственно к скачиванию утилиты Product Key. Давайте прокрутим немножко вниз и найдем ссылку «Скачать Product Key». Вот она, данная ссылка. Нажимаем «Скачать». Друзья, обратите внимание, Chrome заблокировал данный файл, но ничего страшного в этом файле нет. Я проверял его на антивирус. Давайте перейдем в загрузки и нажмем «Сохранить». Все равно продолжить. Отлично, вот он наш файл. Давайте его достанем из папки загрузки, я его перемещу на рабочий стол, чтобы было все нагляднее. И давайте извлечем данный архив. Вот она, папка Product Key, и запускаем единственный файл, файл запуска Product Key .exe. И вот тут как раз, друзья, у нас отображается ключ продукта Windows 10, его нам необходимо сохранить. Что мы делаем? Правой кнопкой мыши щелкаем по данному ключу и выбираем копировать ключ продукта. Данный же ключ мы перенесем в ту же папку Drivers, чтобы у нас все было под рукой, драйвера сетевой карты. И давайте создадим еще текстовый файл и назовем его Key. Давайте откроем данный файл и правой кнопкой мыши вставить. Вот он наш ключ, нажимаем сохранить. Также, друзья, я вам рекомендую записать данный ключ в блокнот. Итак, друзья, мы научились сохранять ключ продукта для будущей переустановки Windows 10. Итак, друзья, давайте перейдем к следующей части нашего урока. Это резервное копирование файлов перед чистой установкой Windows 10. Итак, друзья, большинство пользователей на своем рабочем столе хранит огромное количество папок и файлов. Также бывает, некоторые пользователи хранят на рабочем столе документы. Друзья, я хочу вас сразу предупредить, что если вы не хотите потерять свои данные, то я рекомендую скопировать эти папки с рабочего стола на другой раздел диска. Помните, что во время чистой установки Windows 10 мы удалим все данные с диска C. А все файлы, которые хранятся на рабочем столе, они хранятся на диске C. Эти файлы вам нужно переместить на другой раздел диска, а лучше всего переместить на переносной жесткий диск или другой жесткий диск. В моем случае мы перенесем на другой раздел диска, и я также эти файлы кину в папку Drivers. Как мы помним, в этой папке мы сохранили все драйвера, ключ Windows 10, также сетевой драйвер мы сохранили, и я сохраню вот эти же папки с рабочего стола, так как они мне нужны. Посмотрите на своем рабочем столе, какие файлы у вас находятся. Сделайте инспекцию и переместите их на другой раздел диска или на переносной жесткий диск или
на флешку данные файлы, потому что мы все удалим с диска C. Я назову эту папку рабочий стол, чтобы мне было удобно потом ориентироваться. Зайду в эту папку и нажму вставить. Убрал с рабочего стола. Друзья, также важные для вас файлы хранятся в следующем месте. Давайте вместе с вами откроем проводник Windows 10 и введем следующий путь. Знак процента, Home Pass. И еще раз знак процентов. И нажимаем Enter. Итак, друзья, здесь отображаются все ваши файлы. Это именно ваш профиль откроется. Если у вас несколько профилей на компьютере, то я рекомендую сделать резервную копию всем пользователям компьютера. Я вам рекомендую просмотреть папку Pictures. Это папка фотографий. В ней могут хранить нужные для вас фотографии. Также рекомендую зайти в папку видео и посмотреть на наличие важных для вас видеофайлов. Папка избранная. Тут хранятся закладки, которые делаете в браузере Internet Explorer или в браузере Edge. Если вы используете другие браузеры, то я вам рекомендую сделать резервную копию закладок. У вас здесь могут быть аудиофайлы и, друзья, самое важное, ваши документы. Я рекомендую сделать резервную копию этих папок. Итак, друзья, давайте перейдем непосредственно к процессу создания загрузочной флешки для чистой установки Windows 10. Но перед тем, как мы начнем, давайте перейдем в мой компьютер и зайдем в свойства раздела диска C. Это системный раздел, куда и будет устанавливаться Windows 10. И я вам рекомендую запомнить емкость. У вас цифры могут отличаться. Далее я вам расскажу, зачем надо было запоминать объем вашего раздела диска. Переходим на официальный сайт корпорации Microsoft. Ссылку на данную страничку сайта я оставлю в описании под этим видео. И теперь, друзья, нам необходимо скачать утилиту Media Creation Tool. Это официальная утилита от корпорации Microsoft. Друзья, утилита Media Creation Tool поможет вам сделать загрузочную флешку Windows 10 автоматически, без всяких дополнительных программ. Или загрузочный DVD-диск с Windows 10. А также поможет вам скачать оригинальный ICO-образ с самой последней версии Windows 10. Итак, мы нажимаем «Скачать средства сейчас». Эта небольшая утилита весит 19 мегабайт. Выбираем «Показать в папке» и давайте ее запустим. Друзья, следующее, что нам необходимо сделать, это подключить флешку, на которой и будут записаны установочные файлы Windows 10. То есть эта флешка станет загрузочной. Итак, друзья, я подключил USB флешку к своему компьютеру. Теперь давайте зайдем в мой компьютер и посмотрим. Вот она у меня. Объем ее 16 гигабайтов. Вам необходима флешка минимум на 8 гигабайт. Теперь, друзья, после запуска утилиты Media Creation Tool у нас появилось уведомление и условия лицензии. Мы нажимаем «Принять». Теперь, друзья, выполняется подготовка. Этот процесс занимает определенное время. Программа установки Windows 10 спрашивает, что мы хотим сделать. Обновить этот компьютер сейчас или создать установочный носитель. Мы выбираем, естественно, создать установочный носитель, так как мы хотим создать загрузочную флешку и в дальнейшем установить Windows 10 с нуля на свой компьютер или ноутбук. Выбираем «Далее». Друзья, если вас устраивает язык и архитектура по умолчанию, которую предлагает программа установки Windows 10, то вы нажимаете «Далее». Если вы хотите изменить какие-либо параметры, вы снимаете галочку «Использовать рекомендуемые параметры для этого компьютера» и выбираете то, что вам нужно. Меня это все устраивает. Я выбираю «Использовать рекомендуемые параметры для этого компьютера» и нажимаю «Далее». Теперь, что нам необходимо сделать? У нас уже есть флешка, она вставлена в компьютер, мы выбираем USB устройство флеш-памяти. Если вы хотите скачать ICO-образ, который вы в дальнейшем запишете на компакт-диск, то выбираете ICO-файл. Итак, у нас уже флешка вставлена, мы нажимаем «Далее». Программа установки Windows 10 успешно определила съемный носитель, нажимаем «Далее». И теперь выполняется подготовка. То есть, что сейчас будет происходить? Сейчас будут скачиваться установочные файлы Windows 10 на нашу флешку. Этот процесс опять же займет определенное время, все зависит от скорости вашего интернет-соединения. Ну что, друзья, мы практически готовы к чистой установке Windows 10 с флешки. Нам теперь осталось внести небольшие коррективы в метку раздела диска D. Давайте это и сделаем. Заходим в мой компьютер. Как мы помним, друзья, на разделе диска D мы создали папочку Drivers, куда сохранили резервную копию всех драйверов Windows, сохранили также драйвер сетевой карты. Это на случай того, если Windows 10 автоматически сама не подберет драйвер к вашей сетевой карте. Также мы сохранили текстовый файл, и в нем находится ключ нашей операционной системы Windows 10. Теперь, друзья, что нам необходимо сделать? Нам необходимо создать метку диска. Обратите внимание, на моем диске D есть метка Media. Она и нужна, чтобы в дальнейшем отличить при установке Windows
C от D. Мы будем удалять раздел диска C, но у нас же еще есть раздел D, где хранятся наши важные какие-либо файлы, и также там хранится наша папка drivers. И чтобы их как-то отличить от друг дружки, нам необходимо создать метку диска. Нажимаем переименовать и пишем произвольное имя. Сейчас я вам покажу, зачем это сделать. Итак, как только вы это сделали, вставляем нашу флешку в USB порт. Теперь, друзья, нам необходимо в BIOS выставить приоритет загрузки и указать, что первое устройство, с которого будет грузиться наш компьютер или ноутбук, это будет наша загрузочная флешка с установочными файлами Windows 10. У меня BIOS UEFI, то есть у меня современная прошивка BIOS. У кого более старая версия, то посмотрите на скриншоты, в каком разделе BIOS находится приоритет загрузки. То есть вы должны выставить загрузку с USB устройств. Ну что, друзья, я перезагружаю свой компьютер и покажу наглядно, как выставить приоритет загрузки с флешки в BIOS Asus UEFI. Друзья, для тех, кто не знает, как войти в BIOS, для того, чтобы попасть в BIOS, необходимо нажать на клавиатуре клавишу Del или клавишу F2. Если, друзья, при нажатии на клавишу Del вы не попадаете в BIOS, то я вам рекомендую набрать в поисковой системе, как зайти в BIOS. Например, если у вас ноутбук Asus, пишите, как войти в BIOS на ноутбуке Asus. Если у вас Sony, пишите, как войти в BIOS на ноутбуке Sony. Итак, друзья, ну что, мы переходим непосредственно к чистой установке Windows. Итак, поехали. Перезагружаем наш компьютер и входим в BIOS. Итак, друзья, мы вставили загрузочную флешку, включаем наш компьютер и нажимаем на клавиатуре клавишу Del. И перед нами теперь должен появиться интерфейс BIOS UEFI. Это в моем случае. Вот такая у меня версия BIOS. Теперь, друзья, в правой части экрана мы видим те устройства, с которых имеется возможность запускать наш компьютер. Нам необходимо найти флешку. Вот она. UEFI USB диск. И поставить ее на первое место. Левой кнопкой мыши мы просто перетягиваем ее на первое место. И теперь нажимаем на клавиатуре клавишу F10 и нажимаем «Сохранить». То есть ОК. Сейчас, друзья, компьютер будет грузиться с флешки. И, соответственно, мы начнем установку Windows 10. Мы загрузились с флешки. Теперь Windows предлагает выбрать нам язык и раскладку клавиатуры. Нас это все устраивает. И нажимаем кнопку «Далее», кнопку «Установить». Теперь, друзья, вы можете ввести свой ключ активации, который мы сохраняли на диск D. И, как вы помните, я просил вас переписать его на листочек. Если вы по каким-либо причинам не записали или не помните, вы нажимаете «У меня нет ключа продукта». Активировать Windows мы можем позже. Нажимаете «У меня нет ключа продукта». Теперь, друзья, выбираете ту версию Windows, которую вы хотите установить. И нажимаете «Далее». Здесь мы принимаем условия лицензии, ставим галочку «Я принимаю условия лицензии» и нажимаем «Далее». Выбираем выборочное, только установка Windows для опытных пользователей. Друзья, я вас просил запомнить объем раздела диска C, потому что мы сейчас его будем удалять. Все данные с диска C у нас пропадут. Помните, вот раздел «Медиа». Видите, мы добавили метку «Медиа», и теперь мы можем отличить от других разделов. Я помню свой объем, вот здесь у меня диск C, и, соответственно, я удалю данный раздел. Нажимаю ОК и выбираю теперь незанятое пространство на диске и нажимаю «Далее». Отлично, теперь мы видим, что пошла установка Windows 10 с флешки на наш компьютер. Этот процесс также занимает определенное время. Кстати, хочу предупредить, если у вас флешка USB 3.0 и, соответственно, вы ее вставили в порт USB 3.0, то установка Windows пойдет значительно быстрее. Теперь, друзья, система перезагрузится. Вы можете не ждать эти 10 секунд, нажать «Перезагрузить». И сейчас операционная система Windows 10 продолжит свою установку. Теперь Windows предлагает нам выбрать регион. Я выбираю регион Россия и нажимаю «Далее». Теперь это правильная раскладка клавиатуры. Я также укажу «Да», русская клавиатура. Если вы хотите добавить вторую раскладку клавиатуры, например, английскую или украинскую, нажимаете «Добавить» раскладку и указываете тот язык, который вам необходим. Я нажимаю «Пропустить». Друзья, теперь Windows предлагает ввести или создать свою учетную запись. Если у вас нет учетной записи, нажимаете «Создать учетную запись». Если она у вас есть, то вводите ее сюда и нажимаете «Далее». Друзья, если по каким-либо причинам вы не хотите создавать учетную запись, вы можете выдернуть кабель интернета из вашего системного блока и создать обычную локальную учетную запись Windows 10. Но у меня есть учетная запись
и нажму «Далее». Microsoft просит ввести пароль от учетной записи. Windows предлагает нам создать пин-код. Вы можете создать данный пин-код. Этот пин-код будет использоваться при входе в операционную систему Windows. Нажимаем «Включить буквы и символы» и создаем пин-код. Я создам пин-код и нажму «Ок». Почитайте, кстати, требования к пин-коду. Если вы захотите ввести 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, например, то система не пропустит. Я рекомендую использовать буквы и символы. И нажимаю «Ок». Теперь, друзья, вы сами можете ознакомиться с данным функционалом, но я рекомендую это все отключить. И нажимаем «Принять». Друзья, на первых этапах настройки Windows 10 вы можете связать свой Android-телефон с этим компьютером, но так как у меня iOS, я нажимаю «Нет, спасибо». Здесь резервное копирование файлов OneDrive. Я надеюсь, вы знаете, что это такое. Вы можете настроить это как-то под себя, чтобы всегда ваши файлы были в надежном месте. Итак, у нас практически осталось немножко до первого запуска Windows 10. Друзья, и темой следующего видео у меня будет, как настроить Windows 10 после чистой установки. Ну а мы продолжаем наблюдать, как Windows подготавливается к первому запуску. Отлично, друзья, я вас поздравляю, мы только что выполнили чистую установку Windows 10 с флешки без всяких проблем. Надеюсь, урок был полезен, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.